Всем привет! Меня зовут Катя, и вы на моем канале Вязание крючком. В этом видео я расскажу, как вязала вот эту сумку. Вяжется она из жута. По расходу, к сожалению, я не могу сказать прям точное количество метров, потому что я вязала из остатков. Примерно это до 500 метров, я думаю, что здесь жута. По размеру джут трехниточный 1680-1600 текс. И крючок я использовала номер 4. У меня здесь, как вы видите, верх немножко в другом оттенке. Это джут из прошлой партии. Он точно такой же, да, по размеру, но по цвету немножко отличается. Ну, не немножко, а нормально так отличается. И мне, если честно, очень нравится вот такой эффект, да, вот этой верхнего края в другом оттенке. Поэтому если у вас есть какие-то другие оттенки, да, джута из старых партий, но в такой же плотности, то вы можете смело ее использовать, можете добавлять вообще и по всей высоте, да, какие-то полоски выделять в другом цвете, тоже будет очень красиво, да, и вы так подчеркнете вот именно вот эту природность этого материала. Я покажу на небольшом образце, начну с вами провязывать круг. На этом круге я покажу, как делать прибавки. Всю основную схему я оставлю внизу в описании, здесь вообще ничего сложного. И дальше уже в конце видео мы перейдем с вами на совместное вязание вот этой части столбиками без накида. Здесь сделаем ручку и сделаем обвязку. Как я уже говорила, я буду вязать крючком номер 4. Джут у меня трехниточный, 1600 текс. В основном вот в такой плотности либо 1600 пишут, либо 1680. Набираем 12 столбиков с накидом в кольцо амигуруми. Здесь делаем первые 3 воздушные петли, они имитируют столбик. И далее в кольцо набираем еще 11 столбиков. Двенадцать столбиков провязала, затягиваю кольцо, затягиваю его максимально плотно. Вот так еще можно кружочек помять, чтобы столбики стали более рыхлые и хорошо двигались по кольцу. Все, затянула и теперь соединяю. Тоже подробно не буду останавливаться на соединении. Вы можете посмотреть такое соединение у меня в видео про круг, оставлю подсказку. Соединяю вот таким образом. И так буду соединять все ряды. Первый ряд провязали. Вяжем второй ряд. По правилу круга в каждом ряду мы увеличиваем количество столбиков на то количество столбиков, сколько у нас было провязано в первом ряду. Здесь провязано 12, соответственно, в каждом ряду мы будем увеличивать количество столбиков на 12. При этом разброс прибавок у нас будет также увеличиваться с каждым рядом на плюс 1 столбик между прибавками. Во втором ряду мы делаем прибавку в каждую петлю, да, в каждый столбик предыдущего ряда. Дальше в третьем ряду мы прибавки будем делать через 1 столбик, дальше через 2, через 3 и так далее. Я здесь просто покажу, как делать прибавку и куда мы будем провязывать столбик. Мы так будем делать во всех рядах. Всю схему смотрите внизу под видео. Итак, вот мое соединение. Нахожу первый столбик и захожу в раскол, да, вот этой верхней части столбика, вот сюда. Прохожу в раскол, в серединку. При этом начинаю провязывать ряд вот таким образом. Сначала делаю накид, затем прохожу в столбик, в раскол, захватываю рабочую нить, провязываю 1 и 2. Вот так я сымитировала первый столбик с одним накидом. Так буду делать в каждом ряду. Дальше накид и в эту же точку провязываю еще 1 столбик, да, прибавка. И так далее по кругу в каждый столбик предыдущего ряда в раскол по 2 столбика с одним накидом. Итого мы выйдем на 24 столбика. Провяжите, пожалуйста, самостоятельно и встречаемся в конце.
Провязала второй ряд и далее соединяю ряд. Перед тем, как соединить, обязательно проверьте, чтобы у вас получилось то количество столбиков, которое должно быть в этом ряду. И соединяем любым привычным для вас способом. Либо так, как я, можно подробно посмотреть видео про круг. Там есть про соединение, как это сделать, как разъединить. Все, завершили второй ряд. И сейчас уже можно видеть, какой будет у нас узор, да. Круг получается такой достаточно плотный. Столбики выходят из столбиков предыдущего ряда. Отверстий минимальное количество. А дальше, когда мы перейдем на вязание уже без прибавок, у нас будут вот такие небольшие дырочки, но они придают полотну такой узорности, ажурности. Да, и смотрятся как будто такие маленькие клеточки, да, получаются. Но вот эти отверстия, они не критичные, небольшие. Дальше переходим на вязание третьего ряда. В третьем ряду мы должны получить 36 столбиков, да, это на 12 больше, чем во втором ряду. И прибавки мы будем чередовать через один столбик. Сначала вяжем один столбик одиночный. В следующую делаем прибавку. Дальше снова один. Прибавка. И так чередуем до конца ряда. В конце ряда у нас будет прибавка. Третий ряд провязала по кругу 36 столбиков. Дальше, пожалуйста, самостоятельно, опираясь на схему, провяжите до 27 ряда включительно. Дальше будут чередование идти, да, ряды с прибавками, без прибавок. Затем, когда вы будете вязать стенки, вы будете вязать просто без прибавок. В общем, следуйте схеме, которая есть в описании. Принцип, я надеюсь, что вы поняли. Здесь абсолютно ничего сложного нет. И встретимся с вами на 28 ряду. Перейдем на вязание столбиками без накида и подойдем уже к формированию ручки. И после того, как вы провязали необходимое количество рядов, переходим на обвязку и формирование ручки. Для этого мы переходим на вязание столбиками без накида. Также продолжаем вязать здесь в раскол. Вяжем этот ряд полностью столбиками без накида. Далее я отметила отрезками нити, да, либо же маркерами можно отметить места, где у меня будут пропуски для ручки. Общее количество столбиков у меня было 108. 108 минус 24 это то количество столбиков, да, 12 с одной стороны и 12 с другой стороны, которые я отставляю для выреза под ручку. 108 минус 24 получается 84. И 84 делю на 2 получается 42. То есть по 42 столбика у меня будет между вырезами. Здесь с начала ряда я просчитала 21 столбик, просчитала, отметила 21 столбик, затем пропустила 12, отметила 13 столбик, и уже вот с этого столбика, с 13 отсчитала 42, здесь отметила 42, отступила 12 и отметила следующий столбик, это уже начало вот этой половинки, которая была в начале, да. И всего у меня от маркера до маркера с одной и с второй стороны по 42 столбика должно выйти. И сейчас переходим на вязание второго ряда столбиками без накида. Будем здесь формировать основу для ручки. Провязываю до маркера включительно столбики без накида в раскол. Столбик, в котором маркер, провязываю тоже. Далее делаю основу для ручки 15 воздушных петель.
Далее пропускаю вот эти столбики, которые мы оставляли для выреза, и провязываю в столбик, в котором маркер, столбик без накида. Достаю рабочую нить и провязываю столбик. Первый, второй и так далее до следующего маркера. Здесь всего 42 столбика. Да, это расстояние между ручками. Вяжу так до следующего маркера и дальше делаю снова 15 воздушных петель для основы и довязываю ряд столбиками без накида до конца. В третьем ряду столбиками без накида мы провязываем столбики без накида в раскол, а вот сюда под эту цепочку из воздушных петель мы провяжем 18 столбиков. Итого у нас по кругу выйдет 120 столбиков без накида, да? 18 сюда, 18 под эту цепочку и по 42 у нас столбика между ручками, получается 120 столбиков. И давайте приступим. Здесь столбики мы, как обычно, провязываем в раскол. Так, тут вот очень внимательно не упустите последний вот этот столбик. Также в раскол. И далее под цепочку, просто проходя под цепочку, провязываем 18 столбиков. Поправляйте. Следите, чтобы стеночки столбиков укладывались ровно. И провязываю последний 18 столбик под цепочку. И далее вот первый столбик на стенке сумки. Сюда провязываем в раскол и так далее до следующей ручки. На второй ручке провязываем все точно так же. И после того, как вы связали ряд с надвязанными столбиками, с обвязанной цепочкой, обязательно расправьте все столбики, чтобы они лежали ровненько. И следующие 4 и 5 ряды мы будем вязать просто столбиками без накида в раскол столбика предыдущего ряда. Я сейчас еще подойду, покажу, как мы начинаем и вяжем вот здесь вот ручку, для того, чтобы вы точно не запутались и все правильно провязали. Начинаем ряд, как обычно, вяжем столбики в раскол. Так, вот подхожу к ручке, у меня остается 2 столбика в стенке сумки. Вот последний, да, дальше уже идет ручка. И здесь просто в раскол каждого столбика провязываю столбик без накида. Всего 18 здесь будет столбиков. Да, так у нас первый ряд, который мы провязывали под цепочку, он у нас сейчас выровняется и будет очень ровненько лежать. Вяжем так до конца. Подхожу к концу ручки, вот остается 2 столбика. Раз, и вот последний. Все, и дальше вот идут столбики стенки. Вот первый, второй и так далее до следующей ручки. До следующей ручки делаем все точно так же. И следующий 5 ряд столбиками без накида провяжите, пожалуйста, точно так же, просто в раскол столбиков предыдущего ряда. И после того, как завершили вязание 5-го ряда, не соединяйте, пожалуйста, ряд, обрезайте ниточку, оставляя кончик подлиннее, полностью высвобождаем нить из петли и делаем фальш петлю, да, имитацию верхней горизонтальной, и находим первую верхнюю горизонтальную петлю. Вот она, да, вот первый столбик, вот это первая верхняя горизонтальная. Заходим под нее с изнанки на лицевую, вот так, подхватываем хвостик, выводим его назад. Теперь с изнаночной стороны, вот из этой петли у нас выходит
хвостик, заходим в эту петлю внутрь с изнаночной стороны, также подцепляем вот эту перемычку. Это перемычка, которая на изнаночной стороне столбика. Проходим внутрь верхней горизонтальной, захватываем кончик, выводим его вниз. Здесь все поправляем, чтобы звенья косички были одинаковые. Все, и теперь просто в произвольном порядке уводим кончик на изнаночной стороне между стенками столбиков. Далее сделаем обвязку верхнего края соединительными столбиками. Берем рабочую нить, проходим в любую верхнюю горизонтальную петлю, захватываем рабочую нить, выводим ее. Здесь аккуратно поправляем, чтобы она лежала ровно. И дальше проходим в каждую верхнюю горизонтальную, подхватываем рабочую нить и провязываем петлю на крючке. Вот таким образом мы укрепляем и завершаем край сумки, провязывая соединительные столбики. Следите за тем, чтобы звенья этой косички тоже были максимально одинаковыми. Затягивайте с одной силой, чтобы все было равномерно и аккуратно. Все, и так вяжем до конца. Встретимся в конце на соединении. И подходим к концу обвязки. Вот остается провязать сюда последний столбик, да, вот в следующей петле мы видим, что отсюда выходит столбик, да, но он не перекрывает вот эту вот часть. Вот мы сейчас провяжем в последнюю верхнюю горизонтальную столбик, да, и видим, что здесь вот отсюда хочется еще провязать столбик, но мы его сюда уже никак не провяжем, и мы делаем здесь имитацию петли. Обрезаем нить, оставляя кончик подлиннее, высвобождаем полностью нить из петли, заводим вот сюда в первую петлю сверху вниз, подхватываем рабочую нить, выводим наверх, здесь хвостик равняем, подтягиваем, мы его спрячем сейчас, и возвращаем петлю туда, откуда она вышла. С изнаночной стороны проходим вот сюда под эту верхнюю горизонтальную и внутрь последней петли. Выводим на изнаночную сторону. Вот, и вот таким образом мы все ровно и аккуратно завершили. И здесь уводим хвостики в произвольном порядке между столбиков. И после того, как вы завершите вязание, обязательно отпарите сумочку, для того, чтобы она выровнялась, стала такая более податливая и мягкая. Я еще пришила бирку на край стеночки. И вот такая красота получается. Сумка очень простая, минималистичная, экологичная, такая универсальная, подойдет под многие образы. Я уверена, что вам она понравится в использовании. Она такая достаточно вместительная и объемная. Вяжите с удовольствием. Желаю вам много-много заказов и восхищенных взглядов. Все, делитесь своими результатами. Можете мне присылать в Инстаграм. Мне будет очень приятно посмотреть, что у вас получится. И до новых встреч. Пока!